Что если существо, которое должно было вымереть еще до появления динозавров, до сих пор живет среди нас? Ученые обнаружили в песках Сахары организм возрастом 90 миллионов лет, с активным метаболизмом, неизвестной биологией и иммунитетом ко всему, что убивает обычных живых существ. И чем глубже они изучают находку, тем громче звучат слова «мы не понимаем, как это возможно». Это не окаменелость и не музейный экспонат. Существо живое. Оно дышит, реагирует на свет и размножается прямо сейчас, в лабораторных условиях Каирского исследовательского центра. Его ДНК не совпадает ни с одним известным видом на Земле. Радиоуглеродный анализ показал возраст клеточных структур — 92 миллиона лет. Для сравнения, в то время динозавры еще только достигали своего расцвета, а до появления первых людей оставалось 89 миллионов лет. И это существо пережило все. Все началось в марте 23 года, когда египетский геолог Карим Мансур бурил скважину в районе Большого Западного Эрга. Это зона на границе Египта и Ливии, где температура поверхности достигает 70 градусов по Цельсию. На глубине 48 метров бур застрял. Мансур опустил камеру и увидел в породе темную полость, заполненную чем-то, что двигало. Он принял это за подземный водяной поток с водорослями. Образец подняли наверх в стандартном контейнере. Через 12 часов контейнер начал вибрировать. В лаборатории Каирского университета старший биолог Нада Эль-Саед вскрыла образец и обнаружила структуру, которую сначала приняла за колонию грибков. Под микроскопом картина изменилась полностью. Клетки были крупнее обычных в 3 раза, с двойной мембраной нетипичного состава и ядром, разделенным на 4 отдельных отсека. Ни один известный земной организм не имеет 4-камерного клеточного ядра. Ни один. Первый анализ ДНК дал результат, который лаборатория посчитала ошибкой оборудования. Генетическая последовательность совпала с земными организмами примерно на 41%. Остальные 59% кода не имели совпадений ни в одной из существующих баз данных. Ни в международной базе НЦБИ, ни в закрытом реестре военных биолабораторий, к которому у группы был временный доступ. Анализ повторили 4 раза на разном оборудовании. Результат не изменился. Радиоуглеродный анализ органических соединений в клеточных стенках показал возраст 92 миллиона лет. Это период расцвета тираннозавров и первых цветущих растений. Континенты тогда стояли иначе. Африка только отделялась от Южной Америки, а территория нынешней Сахары была мелководным морем. Существо либо пережило все это под землей, либо его клетки законсервировались и каким-то образом ожили. Оба варианта одинаково невозможны с точки зрения современной биологии. Эль-Саид поместила образец в питательную среду из любопытства. Стандартный агар с глюкозой. За 8 часов колония увеличилась в объеме вдвое. Существо питалось и росло. Тогда она попробовала антибиотики широкого спектра. Ампицилин, ципрофлоксацин, ванкомицин. Никакой реакции. Ультрафиолетовое облучение в дозах, убивающих любые известные бактерии за секунды, замедлило рост колонии на 40 минут. Потом рост возобновился. На 5-й день наблюдений один из лаборантов заметил, что колония меняет форму в зависимости от расположения источника света. Не случайно, не хаотично, направленно. Она разворачивалась к источнику за 20-30 минут, как растение разворачивается к Солнцу, только в сотни раз быстрее. Это поведение характерно для организмов с фоторецепторами, примитивными глазами. Мансур, узнав о результатах, немедленно вернулся к скважине с расширенной группой. Полости на глубине 48 метров колония занимала площадь примерно в 4 квадратных метра. К краям полости порода была оплавлена. Не теплом, а каким-то химическим процессом. Существо растворяло камень и расширяло свое пространство. Судя по форме полости, оно делало это не первый год. И не первое десятилетие. Каирский университет засекретил данные на 9-й день после находки, не по собственной инициативе, по требованию Министерства науки Египта, которое получило звонок из структур, чье название в официальном пресс-релизе было заменено на формулировку «заинтересованные международные организации». Эль-Саид успела отправить предварительный отчет 3 коллегам за рубежом за 6 часов до блокировки переписки. Один из этих 3 — французский палеобиолог Жан-Люк Морен из Парижского института естественной истории, немедленно опубликовал краткое описание находки в закрытом научном чате, куда имели доступ около 300 специалистов по всему миру. За 48 часов чат взорвался. Реакция разделилась ровно пополам. Половина ученых требовала немедленной публикации данных, вторая половина настаивала, что речь идет о лабораторном загрязнении или ошибке датировки. Морен запросил независимую экспертизу. Образец — крошечный фрагмент, который Эль-Саид сохранила отдельно до введения ограничений. Был передан в университет Монпелье. Там группа под руководством генетика Клэр Дюпон провела полное секвенирование генома за 72 часа. Результат подтвердил каирские данные до последнего знака. 59% генетического кода не имели аналога. Возраст клеточных структур от 88 до 94 миллионов лет. Дюпон написала в своем заключении одно предложение, которое потом разошлось по всем научным изданиям.
Этот организм не является результатом известной нам эволюции. Параллельно немецкая группа из Мюнхенского технического университета получила доступ к химическому составу клеточных мембран через данные Морена. То, что они обнаружили, перевернуло понимание биохимии. Мембраны содержали липиды, жировые молекулы, с боковыми цепями длиной в 42 атома углерода. У всех известных земных организмов этот показатель не превышает 26. Такие длинные цепи теоретически должны делать мембрану хрупкой и нефункциональной при нормальных температурах. Но у этого существа они работали идеально при 70 градусах Цельсия. Именно при той температуре, которая царит в песке Сахары на глубине 50 метров. Это означало, что существо не просто выжило в экстремальных условиях, оно было создано для них. Его биохимия была оптимизирована под среду, которая убивает все остальное. На 12-й день в Каире произошло то, что окончательно переключило внимание мирового научного сообщества. Лаборантка Сара Хасан, работавшая ночную смену, зафиксировала на камере момент, который ее руководство сначала отказалось признавать реальным. Колония в чашке Петри разделилась на две четко выраженные части. Одна часть сместилась к источнику тепла, нагревательному элементу на краю стола. Вторая часть сместилась в противоположную сторону, к вентиляционной решетке. Обе части продолжали расти независимо. Это не деление клеток. Это координированное пространственное поведение без нервной системы, без мозга, без каких-либо структур, которые биология считает необходимыми для принятия решений. Колония вела себя так, будто оценила ресурсы и распределила усилия оптимальным образом. Морен, просмотрев запись, сказал: это не рефлекс, это стратегия. Чтобы понять, как это существо могло прожить 92 миллиона лет, группа Морена запросила геологические данные по скважине Мансура. То, что они получили, изменило масштаб проблемы. Порода вокруг полости относилась к позднемеловому периоду. Это подтвердили 3 независимые лаборатории. Никаких трещин, никаких каналов, через которые организм мог бы попасть туда позже. Полость была герметично запечатана слоем известняка толщиной в 8 метров. Это означало одно: существо находилось там с момента формирования породы, с мелового периода. Оно не попало туда случайно, оно было там заперто, когда море, покрывавшее территорию нынешней Сахары, начало отступать. Геологи подсчитали, что за 92 миллиона лет полость пережила не менее 7 крупных тектонических событий в регионе. Давление породы над ней в отдельные периоды достигало значений, при которых сталь деформирует. Температура внутри полости колебалась от 40 до 110 градусов Цельсия в зависимости от геологической активности. Существо пережило все это без следов повреждений клеточных структур. Палеоклиматолог Рашид Амар из Александрийского университета добавил еще один факт. 92 миллиона лет назад регион пережил аноксическое событие — резкое падение концентрации кислорода в водах Мелового моря. Это событие уничтожило около 40% морских видов того времени. Существо выжило и тогда. Амар проверил: клетки организма способны переключаться между аэробным и анаэробным метаболизмом за период менее 2 часов. Большинству известных организмов для такой адаптации требуется поколение эволюции. Но самый неудобный вопрос звучал иначе: чем оно питалось все это время? В герметичной полости не было органики, только порода, минеральные соли и следы сернистых соединений. Биохимики из Мюнхена проверили состав породы вокруг полости и обнаружили характерные следы. Порода была частично разрушена на молекулярном уровне. Существо питалось камнем. Точнее, оно извлекало энергию из химических связей в силикатных минералах. Процесс, который теоретически возможен, но никогда не наблюдался ни у одного многоклеточного организма. Только у отдельных видов архей, древнейших одноклеточных, есть слабые намеки на подобный механизм. Этот организм делал то же самое, но в масштабах, несопоставимых с одноклеточными формами жизни. И делал это 92 миллиона лет без перерыва. Группа Дюпон в Монпелье тем временем завершила анализ механизмов клеточного восстановления. У человека ДНК повреждается и восстанавливается постоянно. Это нормальный процесс, но с возрастом он замедляется и накапливает ошибки. У существа из Сахары механизм восстановления ДНК работал со скоростью в 17 раз выше, чем у самых устойчивых известных организмов — тихоходок и дейнококков, причем без накопления мутаций. Клетки воспроизводились идеально. Копия за копией, без единой ошибки транскрипции за все время наблюдений. Дюпон сформулировала это так: организм биологически бессмертен в том смысле, что его клеточный механизм не имеет встроенного предела износа. Он не стареет, он просто продолжает существовать. Когда этот вывод попал к вирусологам группы, один из них, Питер Хаас из Базельского университета, задал вопрос, который до этого никто не решался произнести вслух. Если организм не стареет, не умирает от внешних воздействий и способен питаться горной породой, что вообще может его остановить? Ответа не нашлось. Термин «живое ископаемое» в науке применяется к организмам, которые почти не изменились за миллионы лет эволюции. Латимерия, мечехвост, готерия. Но все они менялись. Медленно, незначительно, но менялись. Генетический анализ существа из Сахары показал нечто принципиально иное. Организм не эволюционировал вообще. Ни одного признака адаптационных изменений за 92 миллиона лет. Его геном сегодня идентичен тому, каким он был в меловом периоде. Это противоречит базовому принципу биологии. Любой живой организм накапливает мутации. Даже самые стабильные геномы меняются со скоростью
помощью нескольких мутаций на миллиард пар оснований за поколение. За 92 миллиона лет даже у самых медленно мутирующих организмов накопились бы тысячи изменений. Здесь — ноль. Дюпон выдвинула гипотезу: организм обладает механизмом активного подавления мутаций. Не просто быстрого восстановления ДНК, а именно блокировки любых изменений генетического кода. Это означало бы, что существо не просто выживает, оно принципиально отвергает эволюцию как стратегию. Оно зафиксировало себя в одной точке и удерживает эту точку с точностью, недостижимой ни для одного известного биологического механизма. Хаас из Базеля проверил эту гипотезу экспериментально. Он подверг колонию воздействию мощного мутагена — нитрозаметилмочевины, которая вызывает массовые повреждения ДНК у любого организма. Через 6 часов взял образец и провел секвенирование. Геном остался неизменным. Мутаген не оставил следов. Клетки восстановили все повреждения настолько быстро, что даже зафиксировать промежуточное состояние не удалось. Тогда Хаас попробовал другой подход. Он изолировал единственную клетку и поместил ее в отдельную среду, подальше от колонии. Через 48 часов одиночная клетка образовала новую колонию. Хаас подверг ее тому же мутагену. Результат был иным. Геном изменился в 3 точках. Незначительно, но изменил. Это открытие было ошеломляющим. Механизм подавления мутаций работал только в составе колонии. Одиночная клетка была уязвима, колония — нет. Это означало, что защитный механизм был коллективным. Клетки каким-то образом координировали восстановление генома между собой, обмениваясь информацией без прямого контакта. Биофизик Анна Крепс из того же Базельского университета предложила объяснение — электромагнитная сигнализация. Некоторые бактерии способны обмениваться сигналами через слабые электрические поля, но масштаб, который показало существо из сахары, не имел прецедента. Крепс замерила электромагнитный фон вокруг колонии и обнаружила устойчивые пульсации с частотой 42 Гц, точно в диапазоне, который человеческий мозг использует для синхронизации нейронной активности во время концентрированного внимания. Совпадение это или нет, никто не взялся утверждать. Но факт остался фактом. Колония генерировала электромагнитный сигнал, структурно похожий на мозговые волны. Морен, получив эти данные, пересмотрел запись с разделением колонии на 2 части. Ту самую, которую сделала Сара Хасан на 12-й день. Он обратил внимание на деталь, которую пропустил раньше. Разделение произошло ровно через 7 минут после того, как Хасан включила дополнительный вентилятор на другом конце стола. Колония среагировала на изменения воздушных потоков в помещении раньше, чем термодатчики зафиксировали изменения температуры. Она почувствовала изменение среды, прежде чем оно стало измеримым стандартными приборами. Морен написал в своем рабочем дневнике: этот организм воспринимает окружающую среду точнее, чем наши инструменты. Нам нечем его измерить. К 30-му дню наблюдений колония в каирской лаборатории выросла до размеров теннисного мяча. Это был не стремительный рост, примерно 2 мм в сутки. Но именно этот темп заставил группу Эль-Саед пересчитать цифры. Если колония в подземной полости росла с той же скоростью все это время, ее исходный размер в меловом периоде должен был быть меньше 1 мм. Фактически один организм. Одна точка, из которой за 92 миллиона лет выросло то, что заняло 4 квадратных метра породы. Но это противоречило другому наблюдению. Мансур при повторном обследовании скважины установил, что полость расширялась неравномерно. В некоторых участках порода была разрушена глубоко и давно. Судя по степени минерализации краев, этим зонам было не менее 50 миллионов лет. В других участках разрушение было свежим, даже не старше нескольких тысяч лет. Это означало, что организм периодически ускорял и замедлял рост. Он не просто существовал, он реагировал на что-то, меняя интенсивность своей активности на протяжении геологических эпох. Геохимик Лейла Фарук из Каирского университета сопоставила периоды ускоренного роста с геологической летописью региона. Совпадение было точным. Каждый раз, когда в регионе происходило крупное геологическое событие, в общем, смещение плит, вулканическая активность, изменение состава грунтовых вод, организм реагировал усилением роста. Спокойные периоды он почти останавливал. Фарук назвала это геологической чувствительностью, способностью воспринимать изменения планетарного масштаба и адаптировать метаболизм соответственно. Механизм этой чувствительности объяснила Крепс. Клеточные мембраны организма содержали кристаллические структуры из силикатов, тех самых минералов, которыми существо питало. Эти структуры работали как пьезоэлектрические датчики. Они преобразовывали механическое давление породы в электрические сигналы внутри клеток. Когда давление менялось, из-за тектонической активности или изменения состава грунта, клетки получали сигнал и перестраивали метаболизм. Организм буквально слышал движение земной коры. Это объясняло выживание при 7 тектонических событиях. За часы или дни до критического изменения давления организм переходил в режим максимальной плотности. Клетки сжимались и уплотнялись, снижая уязвимость к механическому воздействию. После события расширялись обратно. Крепс смоделировала этот процесс и подтвердила: в уплотненном состоянии колония выдерживала давление в 800 атмосфер. Для сравнения, давление на дне Марианской впадины
впадины составляет около 1100 атмосфер. Вещество почти достигало этого предела прочности. Параллельно ХААС завершил анализ системы энергообмена. Существо использовало 3 независимых источника энергии одновременно: химические связи в силикатах, тепловой градиент между слоями породы и электромагнитное поле Земли. Последнее было особенно неожиданно. Организм содержал структуры из магнетита, того же минерала, который используют перелетные птицы для навигации по магнитному полю. Но у птиц магнетит служит компасом, здесь он служил генератором. Клетки преобразовывали энергию геомагнитного поля в химическую энергию с эффективностью около 12%. Низкий показатель, но достаточный для поддержания базового метаболизма в периоды, когда другие источники были недоступны. 3 независимых источника энергии означали, что у организма не было единой точки отказа. Отключить один источник, он переходил на другой. Отключить 2, оставался третий. Эта избыточность была не случайна. Она была встроена в архитектуру клетки так же фундаментально, как митохондрии встроены в клетки человека. ХААС сформулировал итог своего анализа в одном абзаце рабочего отчета. Этот организм спроектирован так, чтобы не умирать. Не адаптирован, не эволюционировал к выживанию, именно спроектирован. Каждый элемент его биохимии служит одной цели — непрерывному существованию при любых условиях. Такая степень интеграции защитных механизмов не возникает случайно. Она требует либо миллиардов лет направленного отбора, которого мы не наблюдаем в геноме, либо другого объяснения, которого у нас пока нет. Это другое объяснение никто в группе не решился написать прямым текстом, но все думали об одном и том. На 35-й день колония в каирской лаборатории сделала то, чего никто не ожидал. Она выпустила споры. Никто не видел момента выброса. Камера зафиксировала результат. Тончайший слой частиц диаметром от 2 до 5 микрон осел на внутренней поверхности герметичного контейнера. Фильтрующая система лаборатории была рассчитана на задержку частиц от 10 микрон. Споры прошли бы сквозь нее без задержки, если бы контейнер не был полностью герметичен. Эль-Саид немедленно перевела лабораторию на протокол биологической изоляции 3-го уровня и запросила внешнюю проверку фильтра. Проверка показала: фильтры чистые, споры не вышли наружу, но сам факт их появления изменил характер исследования. До этого момента речь шла об уникальном организме в контролируемых условиях. Теперь речь шла об организме, который активно стремится к распространению. Споры передали в Монпелье. Дюпон установила: каждая спора содержит полный геном организма и минимальный набор питательных веществ для первичного запуска метаболизма. Размер споры позволяет ей оставаться взвешенной в воздухе до 72 часов при слабом движении воздуха. Она способна проникать в легкие человека глубоко, в альвеолярную зону, и там прорастать при температуре тела. Что происходит после прорастания, никто не знал. Эксперимент на клеточных культурах легочной ткани человека показал: спора прикрепляется к клетке, не разрушает ее и не вызывает воспалительной реакции. Она просто существует рядом, постепенно формируя микроколонии. Иммунная система не реагировала. Организм не распознавал существо как угрозу. Ни один из маркеров воспаления не повышал. Это означало, что стандартные методы обнаружения инфекции не сработали бы. ХААС проверил, можно ли уничтожить спору внутри клеточной культуры. Антибиотики пошли без эффекта, как и они раньше. Противогрибковые препараты без эффекта. Он попробовал повысить температуру культуры до 42 градусов. Высокая фивер-реакция, которая убивает большинство патогенов. Спора замедлила рост на 8%. Этим все и ограничилось. Тогда ХААС проверил противоположное. Что будет, если споры окажутся в почве? Он поместил образец в стерильный песок сахарского состава при температуре 65 градусов. Через 24 часа споры проросли и начали формировать колонию. Через 72 часа колония начала растворять силикаты в песке. Питаться. Через неделю она занимала объем в 3 кубических сантиметра и продолжала расти. Морен получил эти данные и немедленно поставил вопрос, который до него никто не формулировал официально. Если организм существует в сахаре 92 миллиона лет и способен выпускать споры, способные выживать в почве, почему он до сих пор ограничен одной полостью размером в 4 квадратных метра? Ответ нашелся через 3 суток. Геолог Мансур при повторном обследовании района взял образцы грунта на расстоянии от 10 до 50 метров от скважины и отправил их в Каир. Сайт обнаружила в образцах генетический материал того же организма в виде неактивных спор на расстоянии до 38 метров от скважины. Споры были там, они просто не прорастали из-за отсутствия достаточной влажности в верхних слоях песка. Это означало, что организм уже распространился за пределы своей полости. Он просто ждал подходящих условий. Морен написал официальное письмо в Европейское агентство по биологической безопасности с одним конкретным вопросом: что произойдет со спорами в районе Сахары, если климатические модели на ближайшие 50 лет верны и количество осадков в регионе увеличится на 20%. Агентство ответило через 6 дней. Ответ был засекречен. Но один из сотрудников агентства, пожелавший остаться анонимным, сообщил Морену устно: модели показывают массовое прорастание. Масштаб — весь регион. На 42-й день Эль-Саид обнаружила, что колония в лаборатории изменила форму. Не выросла, именно изменила. Прежде она занимала дно контейнера ровным слоем.
Теперь в центре образовалось возвышение высотой около 2 сантиметров с четкими радиальными линиями, расходящимися от вершин. Структура была симметричной с точностью, которую Кребс измерила и подтвердила. Отклонение от идеальной радиальной симметрии составляло менее 1%. Такая точность в живом организме без жесткого скелета не наблюдалась никогда. Морен прилетел в Каир на следующий день. Он смотрел на колонию через стекло контейнера 20 минут молча. Потом сказал Эль-Саед одну фразу. Она строит что? Кребс подключила к контейнеру высокочувствительные электромагнитные датчики. Пульсации с частотой 42 Гц, которые она фиксировала раньше, теперь имели направленный характер. Они исходили из центрального возвышения и распространялись к краям колонии. Это была не фоновая активность, это был сигнал с источником и направлением. Хаас предложил проверить, реагирует ли сигнал на внешние воздействия. Он поднес к контейнеру второй образец. Отдельную колонию, выращенную из споры в Монпелье и доставленную в Каир 3 днями ранее. Расстояние между контейнерами 1,5 метра. Через 7 минут после того, как второй образец оказался в радиусе действия сигнала, его электромагнитная активность синхронизировалась с основной колонией. Частота совпала до третьего знака после запятой. Две колонии, выращенные в разных странах, начали пульсировать в унисон через непрозрачные стенки контейнера. Это была связь без физического контакта между разделенными частями одного организма на расстоянии 1,5 метра. Никто не произнес вслух следующий вопрос. А на каком максимальном расстоянии работает эта связь? Но все подумали об одном. Споры в грунте на расстоянии 38 метров от скважины. Если они не активны, они молчат. Если они прорастут одновременно по всему региону, они начнут синхронизироваться. На 46-й день в каирскую лабораторию пришел запрос из структуры, которую в документах обозначили аббревиатурой из 3 букв. Запрос содержал одно требование – передать все образцы, все данные и всех членов исследовательской группы под юрисдикцию Международного комитета по биологической безопасности в течение 72 часов. Основание под сцене потенциальная угроза глобального масштаба. Эль-Саед подписала документ. Морен отказался и улетел в Париж с копиями данных на зашифрованном носителе. Дюпон в Монпелье получила аналогичный запрос через 2 суток и также отказалась. Хаас в Базеле выполнил требования и передал все материалы. Но за 6 часов до передачи опубликовал сводный отчет группы в открытом архиве научных препринтов. Через 4 часа после публикации страница была удалена. Но за эти 4 часа отчет скачали 18 400 раз. Содержание отчета стало известно широкой аудитории через 2 суток. Его пересказали одновременно 6 независимых научных блогов на 4 языках. Ключевой вывод звучал так. Организм из Сахары обладает распределенным коллективным интеллектом, механизмом активного подавления собственной эволюции, 3 независимыми источниками энергии, устойчивостью ко всем известным биоцидным воздействиям и способностью к дальнему распространению через споры, невидимые для стандартных систем фильтрации. Его споры уже присутствуют в грунте на площади, которую не успели картировать до введения ограничений. Последнее, что Морен успел сообщить публично до того, как его телефон перестал выходить на связь, короткое голосовое сообщение в научный чат, где все началось. Он сказал: «Мы нашли не ископаемое и не аномалию. Мы нашли организм, который пережил все, что случалось с этой планетой за 92 миллиона лет и продолжает существовать. Вопрос не в том, опасен ли он. Вопрос в том, заметит ли он нас». После этого сообщения его аккаунт в чате был удален администратором, которого никто из участников не знал. Через 3 месяца после введения ограничений Мансур вернулся к скважине в одиночку, без разрешения, без оборудования, только с портативным буром и телефоном. Он опустил камеру в полость на глубину 48 метров и увидел то, что заставило его немедленно подняться на поверхность и уехать, не забрав оборудование. Полость увеличилась. Не на сантиметры, на метры. За 3 месяца организм расширил свое пространство примерно втрое. Края полости светились слабым биолюминесцентным свечением, явлением, которое не фиксировалось ни в одном из предыдущих наблюдений. И в центре полости просматривалась структура. Плотное образование правильной формы, которого раньше не существовало. Мансур не успел рассмотреть детали. Он загрузил видео в закрытое облако и отправил ссылку Морену. Морен к тому моменту находился в Лионе под формальным надзором, который официально назывался режимом информационной безопасности. Он получил ссылку, просмотрел видео и написал Мансуру 3 слова: «Не возвращайся туда». Что означало, структура в центре полости осталась без официального ответа. Международный комитет по биологической безопасности не опубликовал ни одного отчета по данному делу. Сайт комитета содержит стандартное сообщение о том, что расследование продолжается. Дата последнего обновления этой страницы – день передачи материалов Хаасом. Но ответ на вопрос, с которого началась эта история, все же существует. И он собран из фрагментов, которые успели стать публичными до введения ограничений. Существо из Сахары пережило 5 массовых вымираний. Оно существовало, когда на
Земле не было ни одного млекопитающего. Оно пережило падение астероида, уничтожившего динозавров. В тот момент оно находилось на глубине 48 метров под поверхностью и, судя по следам в породе, даже не замедлило рост. Оно пережило ледниковые периоды, аноксические события, тектонические катастрофы и полное изменение химического состава атмосферы Земли. За 92 миллиона лет оно не изменилось ни разу. Это не слабость, это стратегия. Оно нашло оптимальную форму существования и зафиксировало. Пока все остальное на планете рождалось, эволюционировало и умирало, оно просто продолжало быть. Климатические модели, которые запросил Морен, показывали увеличение осадков в Сахаре к концу этого столетия на 18-23%. Это не катастрофическое изменение по меркам климатологии. Но для спор, рассеянных в грунте на площади, которую не успели картировать, это достаточное условие для прорастания. Не гипотетического, не теоретического, но математически рассчитанного. Сколько таких полостей существует под Сахарой, никто не знает. Мансур бурил в случайной точке, выбранной по геологическим маркерам нефтяных пластов. Вероятность того, что он попал именно в единственную полость с этим организмом на площади 9 миллионов квадратных километров, статистически ничтожна. Дюпон в своем последнем публичном интервью, данном за день до введения ограничений на ее работу, сказала прямо: «Мы, вероятно, нашли одну колонию. Вопрос в том, сколько их там еще». Это и есть ответ на вопрос из начала. Существо, которое должно было вымереть до появления динозавров, не просто живет среди нас. Оно живет под нами, даже в породе, в песке, в грунте, который мы считаем мертвым. Оно существовало здесь до нас и, судя по всему, выстроило свою биологию так, чтобы существовать после. Не агрессивно, незаметно, просто неостановимо. Карим Мансур сейчас работает геологом в частной компании в Александрии. Он не дает интервью и не отвечает на вопросы о скважине. Единственное, что он сказал одному журналисту, попытавшемуся его разговорить: «Я видел то, что видел, и я рад, что оставил там камеру». Камера до сих пор находится в полости на глубине 48 метров. Ее аккумулятор рассчитан на 72 часа. Она давно должна была разрядиться. Но по данным геолокационного маяка, который Мансур не успел отключить, сигнал продолжает поступать.